Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили — это моя страсть. Как и в любом деле, главное — это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legends Garage. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И сегодня мы продолжим работу над нашим новым прикольным проектом IM General 84 года выпуска. Судя по комментариям и откликам, вам этот проект понравился. Поэтому мы продолжаем и не откладываем на следующий год процесс восстановления. Я хочу сделать его в этом сезоне и уже осенью выехать на нем на какое-нибудь мероприятие. Поэтому машина в цеху, в мастерской, и сейчас мы начнем ее разбирать, чтобы более детально отдефектовать состояние автомобиля. Меня невероятно радует тот факт, что машина до безумия простая, как по своему дизайну, так и по технологии сборки. Мне для снятия всех элементов, грубо говоря, нужно два инструмента. Это отвертка крестовая и ключ на 10. Ну и для простоты я использую еще трещотку на 10. Все соединения, все петли, все крепежи, болты, саморезы, все находится с внешней стороны автомобиля. То есть я подхожу и просто начинаю скручивать разные элементы. Погнали! Итак, друзья, процесс разбора нашего проекта, нашего автобуса подошел к концу. Мы сняли все навесные элементы, фонари, стекла, разобрали полностью весь салон.
Сняли двери. Сказать, что это было просто, ничего не сказать. Я думал, мы управимся за час-два, но мы провозились почти весь день. Вытащили приборку, проводку, печку и все, что можно было, кроме необходимых элементов, таких как рулевое управление и тормозная система. Далее мы можем детально изучить все слабые места кузова, но я думаю, вы понимаете, что в любом случае все это просто так покрасить не получится. Нам нужно будет поработать, убрать очаги сквозной коррозии, и для этого машину нужно предварительно подготовить. А подготовим мы ее не просто болгарками, насадками и так далее, а пойдем по более правильному пути в реставрации. Это обработка песком. И для этого мы переместились в специализированную лабораторию Керхер, где ребята нам помогут подобрать правильный вариант очистки нашего автобуса. Меня зовут Кирилл, я руководитель инженерных проектов компании Керхер. И сегодня мы находимся на нашей демо-площадке индустриальных решений, где, я уверен, вы увидите много нового для себя и откроете компанию Керхер с другой стороны. Спасибо, Кирилл, что пригласили нас и согласились помочь в очистке нашего фургона. Расскажи, с чего мы начнем и вообще давай по шагам пройдемся по этапам и типам очистки фургона. Отлично. На самом деле классный проект, и я с радостью приветствую вас здесь. И начнем мы с самой щадящей технологии. Мы будем очищать фургон по технологии, которая используется в Европе и в Америке достаточно часто для ретро-автомобилей. Это сухой лед. Это самая щадящая технология. После этого мы будем что-то использовать более такое абразивное и жесткое. Это будет гидроабразивная обработка. Я уверен, на самом деле это будет самый эффективный вариант. Тем не менее, третий у нас тоже есть в запасе. Он прямо у нас за спиной. Это аппарат МК3 с давлением 2500 бар. Посмотрим. Главное не распилить наш автобус пополам, поэтому, друзья, начнем и приятного просмотра. Итак, перед нами, как я понимаю, установка с сухим льдом. Расскажи немножко про нее. Что абсолютно верно. Вот это и есть самый деликатный вид очистки из всех, что у нас есть. Суть в чем? Работает он на пневматике. Вы видите лишь небольшую часть установки. На самом деле за воротами стоит достаточно большой компрессор для того, чтобы генерировать воздушный поток, который поможет нашей установке работать. Ice Blaster, суть его работы в том, что он использует частички, гранулы сухого льда. И сухой лед, вылетая из сопла пистолета, попадая на поверхность, взрывается и выделяется углекислый газ, но при этом абсолютно не повреждая поверхность, например, металла. То есть, снимая краску, мы никаким образом не повреждаем металл. Более того, самое интересное, Антон, этой установкой можно даже приходить и чистить книги в библиотеке. То есть настолько деликатная очистка и тонкая настройка позволяет совершать даже такие вещи. Но я не думаю, что именно этой огромной насадкой. Наверное, там есть какие-то поменьше, да, для более деликатной очистки. Есть специальные приспособления как на сам пистолет, так и тонкая настройка установки.
Ну что, первый аппарат прошел тестирование. Что мы видим перед собой, Кирилл? Что ты скажешь? Как тебе процесс и результат? Ну, я скажу, что, как я и говорил, история супер деликатная. Соответственно, то, чего мы хотели, мы добились. Да? То есть, если посмотреть на переднее крыло, то мы сняли слой краски и слой грунта. Соответственно, абсолютно никаким образом не деформируя и не повредив сам металл, его не повело, нет никаких температурных колебаний существенных. У него даже нет шагрени, который оставляет обычно песок. Да? То есть нет. он именно вот как в оригинале был, Абсолютно. так и остался. Это То есть максимально мы получили, бережная, да, заводской очистка. металл. Вот он. Задача минимум выполнена вот в этой части, но я считаю, что надо посмотреть еще более эффективные истории и перейти уже к следующей технологии. Ну да, это бы хорошо применилось, например, где-нибудь на тормозных суппортах, например, где на внутренней поверхности зеркала, на кромке иногда бывает ржавчина, да, и вот чтобы максимально бережно ее сбить, можно было применить сухой лед. А на кузовных элементах просто нет необходимости тратить такое количество времени, да, убивая вот именно на очистку ржавчины сухим льдом. Поэтому мы давай переходим к следующей установке и посмотрим, как она справится. Это будет быстрее. Ну что, как понимаю, пришло время тяжелой артиллерии. Что это за аппарат? Выглядит он весьма внушительно. Да, ты прав, Антон, это установка сверхвысокого давления. Она выдает 3000 бар. Для общего понимания, на классической мойке у вас дома, или вы, если заехали помыть свою машину, используется 120-140 бар. Здесь их 3000. Это феноменальное давление. И эта малышка ездит по всей России, по тяжелой промышленности и выполняет самые сложные задачи очистки теплообменников, трубных пучков. Ну, в общем, сложные технологические промышленные задачи. Благодаря полной автономности эта малышка может работать хоть в открытом поле. Ей не нужно ничего. Здесь есть и бак воды, и мотор, работающий на дизеле. Выглядит он внушительно, поэтому да, давай начнем уже. Кирилл, честно говоря, это было нереальное, как минимум, шоу, да, издалека, по крайней мере. Но давай подойдем и поизучим поконкретнее. Я вижу, что, в принципе, очищается как и краска, так и ржавчина. Да, в некоторых местах остаются кратеры от ржавчины, а ржавчина вымывается полностью. То есть эта схема реально работает. Единственное, что, конечно, некоторые элементы под таким напором чуть-чуть сгибаются, но это не страшно. Вот, допустим, да, бампер, он у нас, в принципе, очистился прям до голого металла. И, как я понимаю, особого усилия мы не прикладывали там, чтобы не подносили супер близко. Мы просто прошлись 2-3 раза насадкой. Круто. Также внутри все очистилось, да, понятно, что какая-то прям сильная ржавчина она осталась, но все это выглядит уже совсем по-другому. Мне очень нравится. Знаешь что, Антон, самое интересное, для чего используют в том числе этот аппарат и аналогичные? Для деактивации ядерных отходов. То есть это настолько мощный поток энергии, который вот высвобождается вместе с ударом вот этой воды о поверхность, что мы можем даже снимать вот эти отложения, представляешь, ядерных отходов. То есть это бассейн, где хранится радиоактивное вещество, туда физически либо робот, либо какими-то другими приспособлениями опускается агрегат, и там происходит работа. То есть, ну, эта задача для него достаточно легкая. То есть, по сути, это шоу. То есть, снятие краски с автомобилей, ну, конечно, МК-3, этот 3000-барный аппарат для этого не подходит. Тем не менее, результат Он есть, справляется, да, давай да? перейдем к борту, где мы попробовали пойдем. именно снять краску. Результат налицо, да, краска отлетает просто на ура, после одного прохода от нее не остается и следа. А ржавчина тоже вымывается, но приходится прикладывать больше усилия. И все-таки я думаю, что для плоских поверхностей не совсем подходит этот аппарат, поскольку, ну, напор большой и есть шанс промять кузов. Здесь у нас металл крепкий, да, он как был ровный, так и остался, но в теории, да, будь это
более слабая конструкция, да, или там, где у нас коррозия уже сделала свое дело и проделала дырки, у нас был бы загиб, да. Технология в любом случае работает, да, например, вот в салоне, помнишь, у нас там была грязь, какие-то остатки битумной шумоизоляции. Антон, ты прав. Дело в том, что под разные задачи мы подбираем определенные аксессуары, которые подходят для ее выполнения. Например, для того, чтобы металл у нас не деформировался, нам надо ударную волну распределить по поверхности. Именно поэтому в этом случае мы использовали турбонасадку. Это ротационная насадка, которая из одного сопла делает 3, разделяя поток, тем самым распределяя ударную волну по поверхности. Для очистки плоских больших поверхностей это самый оптимальный вариант с минимальным шансом погнуть даже такой достаточно тонкий по нашим меркам тяжелой промышленности металл. Но вот результат, он налицо. Посмотри на этот металл. Да, в некоторых местах, то есть уже прям чистый, гладкий металл. Ну а теперь я, наверное, предлагаю перейти к самому действенному, на мой взгляд, способу очистки. Мы к водной технологии теперь применим песок и посмотрим, что из этого получится. Давай пробовать. Дело в том, что тут еще небольшая ремарка. Надо понимать, что у нас есть 4 варианта воздействия на поверхность. Это температурное воздействие, это воздействие механическое, химическое, и плюс к этому мы умножаем время. То есть сколько времени мы тратим на обработку участка. Вот сейчас мы будем пробовать максимально эффективное в плане механического воздействия. Я думаю, для этой задачи подойдет аппарат лучше всего. Давай попробуем. Погнали. Теперь у нас очередь за следующей установкой. Это, я как понимаю, обработка водой с песком, да? Да, это будет гидроабразив. Давай, Антон, попробуем что-нибудь пожестче, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Благодаря тому, что мы добавляем в песок еще и в воду под давлением, мы, во-первых, минимизируем температурное воздействие на поверхность, соответственно, металл у нас не поведет. Во-вторых, у нас не будет вот этих вот облаков пыли, которые, ну, соответственно, так или иначе, во-первых, надо убирать, и люди рабочие ей дышат. Нам это не нужно. Соответственно, этот аппарат очень популярен, много-много задач выполняет и на судостроительных верфях, и на производствах. Ну, попробуем, что он сделает с нашим фургоном мороженщиком. Ну что, мы наконец добились нужного нам результата. Все-таки вода и песок делают свое дело. Вся ржавчина отходит, очищается, остаются лишь только кратеры и под ними голый металл, чистый. То есть максимальное качество очистки поверхности — это все-таки последний наш вариант, это вода и песок. Очень круто. Мы знали, собственно, поэтому на десерт это все и Да. оставили. Добавили абразив, абразив делает свое дело. Более того, у нас благодаря песку создалась шагрень. Соответственно, теперь уже можно наносить грунт, красить, это гораздо комфортнее, собственно, для дальнейших уже работ. Да, естественно, дальше это замывается все водичкой, просушивается и покрывается кислотным грунтом, да, и только потом уже будут производиться какие-то кузовные работы, такие как обрезка трухлявых элементов и варка туда новых. Единственный, конечно, нюанс, который я вижу, это обилие влажного песка, разбросанного по цеху. Подожди. А зато люди этим не дышат. Это не осаждается на предприятиях, на оборудовании. В этом и есть самый главный плюс. Соответственно, ну, эффективнее метода придумать тяжело. Ну да, это безопасный вид очистки, прежде всего для сотрудника, который это будет делать. Мы очистили какие-то внешние элементы кузова, понятное дело, что это будет дальше делать еще проще, но вопрос стоит, а как быть с элементами подвески, например?
Кирилл, в общем, ты сегодня решил нас удивить по всем фронтам. Мы еще раз убедились, что это устройство максимально подходит под наши задачи и цели и очищает днище автомобиля, элементы подвески просто на ура. Антон, сомнений не было абсолютно никаких. Предлагаю довести начатое до конца. Итак, все получилось, автобус полностью отпесочен, выглядит все чистенько. Единственный минус, да, пока переходили с морды на заднюю часть, какая-то его зона уже начинала покрываться ржавчиной, даже несмотря на то, что мы покрыли машину специальным составом. Да, что это, фосфат какой-то? Состав для фосфатирования тоже наша разработка, это РМ48. В чем суть? После того, как мы снимаем краску, для того, чтобы не было процесса окисления металла, нам нужно покрыть кислотным составом. Соответственно, вот компания Керхер разработала специальную историю, которая позволяет, собственно, избежать процесса окисления кузова. Вот мы нанесли, и как итог видим небольшой желтоватый налет, но это не ржавчина, а это специальная пленка, которая образована с помощью нашего состава. Вот, а дальше уже пусть машина едет на грунтовке. Да, естественно, дальше мы ее высушим, продуем от излишков песка и покроем кислотным грунтом, а потом уже, чтобы как бы она в это время не ржавела, мы начнем заниматься кузовными панелями, снимем подвеску. Благо теперь у нас есть доступ до всего, и не надо быть по уши в грязи, да, там вымазаться, чтобы снять там мост, поскольку все уже очищено благодаря вам. Спасибо. Спасибо. Рада стараться. Ты еще не видел днище. Соответственно, вот этот гигантский налет ржавчины, который за эти много лет скопился, мы убрали полностью. Причем работы по очистке днища заняли не больше получаса. Кирилл, повторюсь, для меня это огромное открытие, что Керхер — это не только бытовые какие-то, да, там, пылесосы и автомойки, это еще и крупнейшее промышленное оборудование, которое помогает крупнейшим, да, мировым производствам справляться, да, с совершенно различными задачами. Это круто. Спасибо еще раз за то, что ввел нас в курс вообще всего происходящего. Спасибо огромное за помощь с фургоном. Это нереальная интеграция, да, двух крупнейших брендов. Нам очень приятно, что вам было интересно, поэтому следите за этим проектом, да, я надеюсь, уже в этом году мы его воплотим в жизнь и пригласите нас на сочные бургеры. Да, все верно. Мы, в свою очередь, надеемся. Ну, в свою очередь, тоже спасибо вам за доверие. Надеюсь, что мы не подвели. Вся команда старалась для того, чтобы получить результат. Результата добились. Наша индустриальная площадка позволяет тестировать различные решения, чем мы в том числе и занимались, потому что эта задача для нас нестандартная, но я надеюсь, что мы справились. Это уже вы все, собственно, нам подтвердите. Будем ждать приглашения. Еще есть такой один момент, Антон, это очень важно. От меня без подарков еще никто не уходил. Завозите. Ну вот, познакомились с индустриальной техникой, а теперь еще и лично познакомитесь с нашей бытовой техникой. Это небольшой подарок от нас. Очень надеюсь, что и эта техника будет служить верой и правдой. Круто. Спасибо большое. Ребята, ну что, фургон на базе в мастерской. Дальше нам предстоит облить его кислотным грунтом и начать работы по кузову. Вы слышали про бургеры, это был небольшой спойлер. Да, это будет фудтрак, но это будет не обычный, а самый крутой в городе фудтрак. Об этом вы узнаете в следующих сериях. А сейчас переходите по ссылочке, чтобы посмотреть видео о том, как мы его покупали, и подписывайтесь на канал. Друзья, до новых встреч, пока!